Мы продолжаем программу «Детально» на радио «Спутник Крыму». И сейчас у нас беседа, которую вот давно ожидал, и которая наконец-то опять вот происходит с собеседником, которого мы периодически встречаемся на волнах этой радиостанции. На связи с нами главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо», специалист в энергетической отрасли Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, я вас приветствую. Здравствуйте. Всем добрый день. Спасибо, что пригласили. Борис Леонидович, актуальные темы, я поэтому не хочу злоупотреблять, но все-таки какие-то актуальные темы, которые интересуют всех, связанные с сумасшедшей, буквально турбулентной обстановкой в мире. Хотелось бы все-таки вам задать этот вопрос, касающийся... Прежде всего, вот недавно на прошлой неделе введенные новые тарифные ставки, пошлины американским руководством. Понятно, что они коснутся всей мировой экономики, но куда мировая экономика без энергетики? Поэтому ваше мнение, то, что будет происходить, что уже происходит, как это может повлиять на энергетическую отрасль, на конкретные какие-то, может быть, отрасли в конкретных странах? Ваше мнение? То, что мы уже видим, что уже вполне очевидно, на $10 за баррель внезапно упали фьючерсы на нефть. Такого не было с 2021 года. Мне кажется, что это, конечно, и такие панические настроения, связаны они в основном с тем, что введение пошлин, не исключено еще и взаимных, ответных пошлин, приведет к снижению деловой активности, к падению потребления, поскольку будет меньше рабочих мест и так далее, и так далее. Я думаю, что сейчас на это реагировать даже особо и смысла нет. Пару дней, чтобы все-таки нефтетрейдеры поняли, что происходит, в какую сторону происходит. Я специально использовал слово «фьючерс». «Фьючерс» – это обещание купить, продать нефть через месяц. То есть, падают у нас майские фьючерсы. Мы вроде бы еще в апреле, но тем не менее. Что касается самой черной жижи, физической нефти, на мировом рынке нефти это не более 8%. Все остальное нефть бумажная. Фьючерсы, факторинговые сделки, еще какие-то деривативы. Так что такой объективной картины мы пока еще не видим. Пока волнуются прежде всего трейдеры. Словесная интервенция, вот такой результат. 2-3 дня будет более-менее понятно. На это, конечно, наложилось то, что мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал пересматривать решение о том, что будет увеличивать объемы добычи, восстанавливать потихоньку. И как-то все это сложилось. При этом надо отдать должное ОПЕК+. Это решение принимало еще в октябре, потом несколько раз перекладывало, но в любом случае это должно было произойти. Только что мониторинговый комитет заседал, как прокомментировал наш участник от России, вице-премьер Александр Валентинович Новак. ОПЕК+ оставляет за собой возможность в любой момент среагировать, если выяснится, что последствия более серьезные, чем скольки-то дневная паника, если это нечто более серьезное. Это что касается нефти. Сколько вот этот тренд продлится на резкий закат, сейчас сказать сложно, посмотрим. Если представить себе, что это нечто долгоиграющее, что будет происходить? Ряд стран, который получил сейчас вот этот эффект Дональда Трампа, в него входят и такие страны, как, например, Вьетнам. Мы все больше про Китай, а стоит подумать о тех странах, у которых товарооборот с Соединенными Штатами наиболее велик. Представить себе, что Вьетнам откажется от американского рынка, сложно. Вьетнам растет, завязано очень многое на поставки именно в США. Представить, что вьетнамские товары не пострадают, если будут платиться вот такие пошлины, нельзя. Значит, естественная реакция целого ряда развивающихся стран – добиться снижения себестоимости. Всего, что они поставляли в Соединенные Штаты, с тем, чтобы цена на американском рынке не выскочила вот на эти 10%, 20%, тут кому как. За счет чего это можно добиваться? Правильный ответ – за счет перехода на дешевый уголь. Соответственно, зеленая повестка, опять же, в соответствии с настроениями, царящими среди президента Соединенных Штатов, будут реализованы. Сейчас станет точно недорогой генерация на солнечных ветряных электростанциях. Сейчас все будут вспоминать, что такое уголь. Вот он, родимый, черный, никуда не делся. Ни по каким трубам его качать не надо. Привез на пароходе и развози хоть тачками, лишь бы электростанция работала, лишь бы завод не прекращал выпуск продукции. На мой взгляд, вот это достаточно очевидно.
Но, к сожалению, это совпадает с тем, что в угольной отрасли России нарастает кризис. Удастся его остановить или нет, пока сказать сложно. Министерство энергетики набор мер предложило. Сейчас это на утверждение в правительстве. А в Хакасии и в Кузбассе ряд предприятий уже в предбанкротном состоянии. То есть не исключено, что вместо роста экспорта угля, который есть предпосылки, мы ответим снижением и объема добычи, и объема экспорта. Вот эту тему, как раз одну из этих тем я хотел с вами отдельно обсудить, но, видимо, уже не в этой передаче, потому что, конечно, она очень объемная. Это одна из тем вопросов, связанных с развитием и с проблемами энергетической отрасли нашей страны. Если можно, только буквально в 2 словах, вот этот кризис, он связан прежде всего с логистикой, с невозможностью вывоза угля или с чем-то иным? Связано с тем, что нет диверсификации. Уголь добывается исключительно для того, чтобы его сжигали. Неважно, у нас в России или где-то за рубежом, ничего другого мы рынку не предлагаем. Как сующиеся угли для металлургической промышленности, да, но у нас в связи с падением объема строительства падение и в металлургической отрасли, поэтому внутренний рынок не выручит, а скорее усугубит. Я думаю, что в перечень всевозможных стихийных бедствий, землетрясения, ураганы, наводнения, необходимо внести долгоиграющий такой шторм с женским именем Эльвира. Влияние оказывает, никуда от этого не денешься. Здесь как-то одновременно складывается несколько моментов. С одной стороны, у нас нет ни одной государственной угольной компании, все отдано в частные руки. С другой стороны, сказать, чтобы Министерство энергетики обращало много внимания на угольную отрасль. Есть какая-то такая негласная договоренность. Мы вас не трогаем, добывайте, продавайте, но если будут исчезать рабочие места в моногородах, будет плохо. Какой-то компромисс был. Но, к сожалению, дальше мы видим то, что видим. Что касается действий РЖД, на мой взгляд, РЖД присоединилась к антироссийским санкциям еще в 2014 году и отказываться от этого не желает. Если кто-то будет против, тогда передайте, пожалуйста, руководству РЖД просьбу. В 2011 году во время торжественной церемонии начала строительства железной дороги из Хакасии в Красноярский край, Кызыл-Курагино, в торжественной обстановке премьер-министр России Владимир Путин и министр ЧС Сергей Кожугетович Шойгу забивали золотой костыль. Черт с ней с дорогой, вы хотя бы костыль верните. У нас ни один проект, реализуемый РЖД, в сроки не реализован, все унесено вправо. А в прошлом году добились просто блестящего результата. За счет государственных субсидий провозная возможность восточного полигона БАМа и Транссиба выросла до 180 миллионов тонн, в связи с чем грузооборот уменьшился на 7%. Вкладывать деньги для того, чтобы расширять провозные возможности и снижать грузооборот – это прекрасный результат. Растут тарифы, не очень удачно сыграли с налогами, не успели вовремя отменить налог на экспорт. Он был, хотя отраслевики говорили, что надо срочно его убирать, иначе все это нерентабельно. На день сегодняшний рентабельность экспортных поставок угля отрицательная. Изменится ли что-то? Сказать сложно. Зависит еще и от курса рубля. А курс рубля зависит от шторма с женским именем. Эльвира, да, вы уже упоминали, и, собственно, да, вот тема большая. Давайте как-нибудь еще отдельно все-таки на эту тему поговорим по возможности, когда у вас найдется время, да, честно говоря, по поводу нереализованных проектов и по поводу того, что как хорошо монополистам живется в нашей стране зачастую. Но вернемся все-таки к актуальным событиям в мире. Еще одна тема, которую я прошу вас прокомментировать, потому что ее уже комментируют кто угодно, но не специалисты в энергетике. Политологи и так далее высказывают свои по этому поводу мнения. Это
намерение американского руководства, во всяком случае, вот так прозвучало, взять под контроль атомные электростанции на территории сопредельного государства, я имею в виду Украина. Там осталось 3 электростанции: Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская. И, так просочилась печать, что такое возможно. Некоторые эксперты, политологи высказали мнение, почему по этому поводу к вам обращаюсь, что это, дескать, невозможно, потому что даже топливо, которое там используется только российское. Но мне кажется, они оперируют старыми данными. Да, это было, я так понимаю, еще советские разработки, да, там стоят водоводяные реакторы, но, по-моему, там уже они давно перешли на американское топливо. Прав я или нет? Отталкиваться мы все-таки будем от мнения, которое высказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Передача Запорожской атомной электростанции в другие руки – это не научная фантастика. Он прав. Я имел в виду не Запорожскую, конечно. Запорожская находится на территории Российской Федерации, принадлежит России, правильно же? Что касается всех остальных атомных электростанций на территории бывшей Украины, работает там топливо от Вестингаус. Энергоатом уверяет, что все тестовые испытания были проведены, все проверено, все будет хорошо, но в любом случае, что касается действий Росатома, гарантии сняты. Росатом про это топливо ничего не знает. И, в принципе, прямой аналог, вот если вы в автомобиль заливаете неизвестное топливо, там, керосин пополам со спиртом, то, разумеется, гарантийные обязательства производитель снимает автоматически, не отвечает за качество топлива. Росатом не отвечает за качество топлива, неизвестно, что от него ждать. Соответственно, что там будет происходить? Если технология продления эксплуатации ВВР-440 в составе Ровенской атомной электростанции достаточно давно известна, и лицензия на их использование, в числе прочих, принадлежит чешской компании ЧЕС, чешские энергетические заводы, с советских времен, со времен существования Совета экономической взаимопомощи, то технология продления сроков эксплуатации с отжигом корпуса реакторов ВВР-1000 есть только у Росатома. Возможно ли условия, при которых Росатом примет решение поделиться этой лицензией, этой технологией? Это действительно к политологам. Как будет вести себя топливо Вестингаус? В обычных случаях, если мы смотрим на тех же чехов, которым тоже навязали необходимость диверсификации поставщиков, в мире 2 производителя топлива для реакторов ВВР, американская компания Westinghouse и Росатом. Диверсификация – это значит выбрать одного поставщика и на этом остановиться. У чехов все было достаточно линейно. Они взяли 6 тепловыделяющих сборок, поставили, в течение 1,5 лет наблюдали, как они себя ведут. Сейчас идет период постреакторных проверок. И только после этого чехи будут объявлять тендер на поставки нового топлива. Понятно. В Киеве было принято решение, что джентльменам надо верить на слово. Раз Вестингаус сказал, что топливо хорошее, значит, оно хорошее. Но вопрос состоит в чем заинтересованность американцев? Есть ли такая заинтересованность? Взять под контроль это что? Это контролировать и средства? То есть, и бенефит, что называется? Вопрос, что именно контролировать, на самом деле стоит остро. Поверить в то, что у Соединенных Штатов внезапно появились специалисты, которые знают, как работают ВВР-1000, не получается. Можно, конечно, попробовать пособирать по всей Европе, тоже такая солянка сборная. Прямой финансовый интерес Трампа – это про деньги, деньги – это про Трампа, он здесь вполне очевиден. Несмотря на все происходящее, поставки электроэнергии с территории бывшей Украины в Европу идут, как и шли. Ночью, наверное, да? В ночное время, для того, чтобы не снижать нагрузку на атомные электростанции, совершенно спокойно через, в основном, Закарпатскую область по линиям электропередач электроэнергия уходит в Румынию, Чехию, Словакию, Польшу, Венгрию. Как уходили, так и уходят. В результате получается, что киевский режим более-менее успевает рассчитаться по киловатт-часам, но по деньгам не получается. В Европе очень большая разница в тарифах дневного и ночного. Дефицит электроэнергии днем, когда максимальная стоимость, расчет ночью, когда стоимость минимальна. Соответственно, если смотреть на то, как платят население и бизнес бывшей Украины, платежная дисциплина ближе к нулю.
Если про деньги, то самый простой вариант – это отключить потребителей на Украине, которые не платят или платят плохо, и все излишки отправлять в Европу, где платят хорошо. Вот ничего личного, только бизнес, боливар не вынесет двоих и так далее. Борис Леонидович, еще один вопрос по достройке блоков, вот, которые анонсировала украинская сторона. Насколько это реально? И вы, если не ошибаюсь, просачивались, и, собственно, они об этом сами сообщали власти, значит, этой страны, о том, что собираются там докупать оборудование бывшее, которое на болгарской, по-моему, недостроенной, закрытой, так сказать, проект станции, для того, чтобы это переместить, соответственно, на Хмельницкую АЭС, да, достроить еще 2 блока. Правильно? Вот как вы оцениваете это? Там, собственно говоря, один необходим. Хмельницкая планировалась под 4 блока. 2 построили при советской власти, 1 в постсоветское время. 4 нужно было решать, если реализовываются все планы по развитию уровня жизни в бывшей Украине. Как-то с развитием не очень понятно. Что касается вот этого проекта, некто Зеленский говорит, что он подписал законопроект, позволяющий выкупить корпус реактора и пароперегревателя у болгарской стороны, то это встретили за одиночество. Проект строительства атомной электростанции Белены, там тоже должны были расширяться мощности, выиграл Росатом. Тендер, работы были начаты, тут же прекращены, потому что таково была воля независимого правительства, независимой Болгарии. Мы выходим из договора. Росатом обратился в суд, все суды выиграл, платить надо. Дело в том, что еще до начала общестроительных работ начинается производство того оборудования, которое требует больших сроков производства. Корпус реактора, пара перегревателей, такие большие, многовесящие железные конструкции. Суд Болгария проиграла, героически заплатила все, что суд присудил, порядка 600 миллионов евро, после чего Росатом в строгом соответствии с решением суда все это оборудование доставило в Болгарию, где оно, собственно говоря, и пребывает с 2016 года, надеюсь, что условия хранения соответствуют техническим требованиям. Корпус этот никому в Болгарии точно не нужен. Почему это подходит для Хмельницкой атомной электростанции? Общестроительные работы велись именно под реакторы ВВР-1000, ВВР-1200 современных, отвечающим требованиям поколения 3+, другие массогабаритные характеристики. Просто шире, он просто выше. ВВР-1200 предусматривает ловушку расплава, которую негде размещать в условиях Хмельницкой атомной электростанции. Там надо либо строить с нуля, либо приспосабливать оборудование под тому, что есть. После долгого размышления в Киеве решили, что капитальное строительство уже произведено, если где-то что-то еще, то это будет дольше, дороже и так далее. Сейчас идет период торга. Я надеюсь, эти 2 одиночества нас еще повеселят, потому что первое предложение со стороны Болгарии – хотим 1 миллиард. Первый ответ из Киева – прекрасно, даем 100 миллионов. На чем они, когда они остановятся, сказать сложно. Болгарию, с одной стороны, понять можно, 600 миллионов неизвестно куда просадили, плюс хранение в течение 8 лет тоже денег требовало. Естественно, хочется прибыль где-нибудь получить. Желание Киева тоже понятно. Вам, ребята, этот корпус девать некуда, соглашайтесь на то, что даем. Будет ли при этом вестись строительство, сказать, естественно, никто не может, потому что своих денег у Киева нет, наверняка будут заемные. Такое изделие, как двуручная пила «Дружба», никто не отменял. Какое положение в Киеве, сколько этот режим просуществует, сказать сложно. Если кто-то даст денег на выкуп оборудования у замечательных бывших партнеров из Болгарии, посмотрим, куда они пойдут. Кто может дать деньги, как вы считаете? Кто будет вести строительство? Кто подрядчик? Есть какие-то предположения? Предположений нет, потому что лицензия на строительство атомных энергоблоков на базе ВВР-1000 у все тех же чехов есть. Но комплект оборудования не полный, нужно все внутрикорпусное оборудование, нужно где-то как-то договариваться о турбине, о всей электрической части. Захочет честно себя взваливать вот такую работу или нет, сказать сложно.
Но, с одной стороны, они бы не отказались, заказ есть заказ, если платят, то почему бы и нет. Тем более, что они могут, они только что это доказали во время строительства атомной электростанции на базе ВВР Тысячного в Словении. Строительство, генеральный подрядчик, итальянская компания ИНИ, строили больше 15 лет, но все, что им было необходимо, в Чехии им сделали. По части оборудования, с одной стороны. С другой стороны, если от заказа до заказа по 10-15 лет, то вот на вопрос, а сохранена ли технологическая линия на ЧЕЗе, остались ли в строю специалисты, не ушли ли на пенсию, у меня ответа на эти вопросы нет. Могут не взяться. ИНИ доказала, что да, можно построить, ничего не понимая в технологиях ВВР, просто это займет много времени и много денег. Теоретически возможно. Практически, с учетом долговечности киевского режима. Я напомню, кстати, что в эфире «Радио Спутник Крыму» Борис Марцинкевич, специалист в области энергетики, главный редактор онлайн-журнала «Геоэнергетика.Инфо». Есть такой телеграм-канал, есть соответствующие с таким названием каналы в других социальных сетях, и на Рутюбе, и в ВКонтакте. Так что, пожалуйста, заходите, смотрите, подписывайтесь. Спасибо вам большое. Борис Марцинкевич был в эфире «Радио Спутник Крыму». До новых встреч в эфире. Всего вам доброго. Всего доброго.